Сегодня рецепт десерта, который знают во всем мире. Лимонный тарт с меренгой. Приготовление начнем с теста. Нам понадобится 280 грамм муки, 45 грамм пудры, щепотка соли, 150 грамм холодного сливочного масла, 2 желтка и холодная вода. Муку смешиваем с пудрой, солью и перемешиваем венчиком. Добавляем сливочное масло и начинаем хорошо перетирать руками в мелкую крошку. Вот такой вот мелкой рассыпчатой должна получиться крошка. Дальше добавляем желтки, смешанные с холодной водой. Лучше, чтобы они до этого постояли в холодильнике. И начинаем замешивать тесто. Я делала это руками, можно делать это также в миксере. Долго вымешивать тесто не нужно. Как только оно собралось в гладкий однородный комок, мы его можем уже раскатывать. Кладем тесто между двумя листами пергамента и начинаем раскатывать скалкой чуть больше диаметра формы, в которой вы собираетесь выпекать. После того, как я раскатала тесто, я прохожусь вот таким вот образом скалкой по всему тесту, чтобы оно везде стало равномерным. И затем переносим уже в нашу форму теста, выбираем пергамент и начинаем со всех сторон аккуратненько прижимать его к форме. Так как у меня форма имеет ребристый край, я бортикам уделяю особое внимание, чтобы они не сползли во время выпечки вниз. Теперь сверху обрезаем излишки теста, его не выкидывайте, сделаем из него печенье. Как только все срезали, отправляем форму в холодильник на полчаса. А теперь лимонный крем. Подготовим 200 грамм сахара, 15 грамм кукурузного крахмала, 4 желтка, 4 яйца, 3 или 4 лимона и 220 мл жирных сливок. Натираем на терке цедру, нам понадобится она в объеме 1 столовой ложки. Натираем только желтую часть, белая часть может горчить, поэтому будьте аккуратны. Из остальных лимонов выжимаем сок, его нам понадобится 220 мл. Далее в чаше объединяем все ингредиенты, кроме сливок. Взбиваем миксером, можно просто венчиком или пробить блендером. Как только масса стала однородной, вливаем сливки и снова перемешиваем. Форму достаем из холодильника и проходимся вилкой по дну, накалывая для того, чтобы тесто не поднималось при выпечке. Отправляем его печься при 180 градусах на 10 минут. Затем прямо в духовке заливаем лимонную начинку, так как она очень жидкая, и печем еще 25-30 минут. Начинка должна стать вот такой вот стабильной, и теперь убираем ее в холодильник под пленку до полного остывания. А пока приготовим итальянскую меренгу. Возьмем 102 грамма белка, 50 грамм воды и 205 грамм сахара. Сахар объединяем с водой и ставим вариться сироп до 118 градусов. Пока варится сироп, взбиваем белки, я делаю это в планетарном миксере. И как только сироп достиг нужной температуры, я вливаю его в белки и взбиваю до плотной глянцевой консистенции. Когда меренга готова, достаем пирог из холодильника и выкладываем на него меренгу. Вот такой вот плотный, глянцевый она должна получиться. Я решила выложить меренгу с помощью кондитерской насадки и кондитерского мешка. Вы можете выложить просто с помощью силиконовой лопатки, тоже будет объемно и красиво. В конце я прошлась горелкой по меренге. Если у вас ее нет, вы можете поставить в духовку под функцию гриль, и у вас тоже получится такая вот красивая корочка. Убираем тарт ненадолго в холодильник, чтобы меренга полностью стабилизировалась и было легче резать пирог. В этом пироге все очень гармонично сочетается между собой. Хрустящее песочное тесто, пышная сладкая шапка из меренги, которая хорошо оттеняет яркий лимонный вкус. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!